Всем привет, меня зовут Елена, вы на канале «За мечтой. Дайвинг и путешествия». Уже 10 лет я работаю инструктором по дайвингу, сейчас живу в Таиланде на острове Катао. Не так давно я рассказывала о том, как я стала дайвинг-инструктором, и также попыталась максимально объективно рассказать о плюсах и минусах такой работы. Но у меня появилось ощущение, что стоит немножко откатиться назад и вернуться к основам, то есть рассказать о том, что такое дайвинг, ответить на самые часто задаваемые вопросы от новичков и рассказать, с чего начать, если вы хотите попробовать дайвинг и, возможно, сделать его своим хобби. Пусть это будет первое видео из серии для новичков, где я буду больше рассказывать об обучении, советах, теории дайвинга. Возможно, для завсегдатаев моего канала это вещи давно известные, но обещаю красивые виды, пару интересных фактов и возможность подискутировать, посраться в комментариях. Поэтому не переключайтесь, смотрите до конца и, конечно, поддержите видео лайком. Итак, что же такое дайвинг? Дайвинг – это погружение под воду со специальным снаряжением, аквалангом, или по-английски скубой, которая позволяет дышать под водой. Самый простой современный акваланг представляет собой сочетание баллона со сжатым воздухом под высоким давлением, регулятора, устройство, которое подает нам воздух и обеспечивает легкость дыхания на любой глубине, так как прямо из баллона дышать комфортно невозможно, а также компенсатора плавучести, или сокращенно по-английски BCD, куда крепится баллон и который помогает нам контролировать свое положение тела в воде. Кстати, по-английски чаще дайвинг называют скуба-дайвинг, потому что мы погружаемся в скубе. А дайвинг – это просто любое ныряние, в том числе и прыжки с вышки в воду. Слово «скуба» – это аббревиатура, которая расшифровывается как Self-Contained Underwater Breathing Apparatus – самодостаточный подводный дыхательный аппарат. Когда в 1943 году Жак-Ив Кусто и инженер Эмиль Ганян разработали первый по-настоящему автономный дыхательный аппарат, они назвали его по-французски аквалунг, или, как мы сейчас говорим, акваланг. В это же время американские военные начали экспериментировать с различными подводными системами для спецопераций. Тогда и появился термин «скуба» для обозначения нового типа автономного снаряжения для подводного дыхания. Авторство термина обычно приписывают Кристиану Ламбертсону, американскому врачу и военному исследователю. Он использовал термин в своих документах и лекциях, начиная с 1942-1943 года, и даже разработал собственный ранний прототип дыхательной системы. В современности термин «скуба» закрепился как международный и нарицательный, а акваланг – это сейчас название популярного бренда производителя оборудования для дайвинга. Интересный факт. Изначально «скуба» писали только заглавными буквами, так как это была техническая аббревиатура. Со временем слово вошло в обиход, оно потеряло статус аббревиатуры и стало обычным словом. Можно теперь писать маленькими буквами «скуба». Какие бывают виды дайвинга? Кроме скуба-дайвинга есть еще фри-дайвинг – это погружение на задержке дыхания, там свои правила и свои техники. Я инструктор рекреационного дайвинга, и все новички, когда только начинают нырять, занимаются рекреационным или любительским дайвингом. Я бы сказала, что рекреационный дайвинг – это погружение до максимальной глубины 40 метров, в котором в плановом режиме не предусмотрена декомпрессия для безопасного возврата на поверхность. Есть еще технический дайвинг – это общее название более глубоких или более сложных погружений. Сюда же относятся пещерный кейв-дайвинг, подледный дайвинг, погружение с ребризером и тому подобное. Тут уже необходимо более продвинутое планирование и оборудование. Часто используется больше одного баллона. В баллоны закачиваются разнообразные смеси, отличные от обычного воздуха. Ну и последнее – коммерческий дайвинг. Это уже профессиональная деятельность под водой, при которой дайвер выполняет разнообразные рабочие или технические задачи. Это не хобби и не развлечение, а тяжелая и часто опасная профессия, требующая специального обучения, сертификации и медицинского допуска, но, говорят, хорошо оплачиваемая. Ну что, самые часто задаваемые вопросы про дайвинг от новичков? Я постаралась собрать все самые распространенные вопросы. Если я что-то забыла, пишите в комментариях. С какого возраста можно погружаться со скубой и есть ли максимальный возраст? Большинство международных сертифицирующих организаций, которые разрабатывают правила и стандарты дайвинга, погружаться, а точнее пробовать дайвинг можно с 8 лет. Но это будет погружение до 2 метров в бассейне или в условиях очень спокойной мелкой воды. У нас это называется закрытая вода. Полноценно погружаться и получить дайверский сертификат можно с 10 лет. Правда, до 15 лет будут некоторые ограничения по глубине, и погружаться надо будет в сопровождении взрослых.
Максимального возраста для занятий дайвингом нет. Главное быть более-менее здоровым и в хорошей физической форме. В некоторых дайв-центрах людей старше 65-70 лет могут попросить разрешающую медицинскую справку от врача. Кто может заниматься дайвингом? Какие есть ограничения? В том-то и прелесть этого вида спорта, который даже за спорт многие не считают, особенно если мы говорим о рекреационном дайвинге. Заниматься им может почти любой человек от 10 лет, независимо от пола и уровня физической подготовки. Есть, безусловно, некоторые медицинские ограничения, но количество состояний, которые будут стопроцентным отводом от дайвинга, очень мало. Стандартную медицинскую анкету для дайвинга легко можно найти в интернете, и вы увидите, что большинство проблем со здоровьем – это не приговор, просто нужно заранее проконсультироваться с врачом. При этом не надо быть супер хорошо физически подготовленным. Более того, дайвинг признан одним из самых инклюзивных видов активного отдыха, потому что под водой тело ощущает невесомость, а ограничения на поверхности часто становятся менее значимыми. Техники дайвинга очень гибкие и могут быть подстроены даже под людей с ограниченными возможностями. Это целое отдельное направление дайвинга. Я не умею плавать, могу ли я заниматься дайвингом? Если вы хотите просто попробовать дайвинг, уметь плавать не нужно. Но если вы хотите заниматься этим на регулярной основе, получить дайверский сертификат, нужны базовые навыки плавания и комфорт в воде. Не нужно быть олимпийским пловцом. Стандартные требования – это возможность проплыть 200 метров любым стилем и удерживаться на поверхности воды в течение 10 минут. Я боюсь воды и вообще глубины. Могу ли я попробовать дайвинг? Как человек, я бы сказала нет, оно того не стоит. Но как профессионал вынуждена сказать да. Для многих дайвинг становится своеобразной терапией, и они начинают чувствовать в воде себя намного увереннее. Особенно если любят подводный мир, тогда восхищение и интерес пересиливают страх. Но, пожалуйста, огромная просьба, не стесняйтесь и расскажите о своих страхах заранее. А еще по возможности не скупитесь на индивидуального инструктора. Так вы получите максимальное внимание, не испортите отдых другим людям и не добавите седых волос инструктору. Сколько стоит дайвинг? Цены могут достаточно сильно варьироваться от страны и от дайв-центра. Первое пробное погружение стоит от $30 где-то в Египте в уличном турагентстве до $250 в пятизвездочном отеле на Мальдивах. Начальный курс дайвинга с получением международного сертификата примерно от $300-500. Лакшери-отели, естественно, намного дороже. Где можно заниматься дайвингом? Почти везде, где есть вода, будут любители в нее погрузиться. И неважно, это море, океан, любое озеро, река или карьер тоже подойдет. Красное море, Мальдивы, Таиланд, Индонезия, Исландия, Байкал, Белое море. Я нырял с маской и с трубкой, у меня болели уши. Что на дайвинге? При погружениях под воду, даже на небольшую глубину 1-2 метра, давление воды увеличивается, так как она намного тяжелее воздуха. Это давление воздействует на наши воздушные пространства, которые у нас в ушах хоть отбавляй. Чтобы погружаться глубже без боли, надо выравнивать давление по мере спуска на глубину. Этому и учат прежде всего на курсах дайвинга или при пробном погружении. Вкратце нужно просто зажать нос и выдохнуть в него, чтобы воздух изнутри шел в ухо, таким образом скомпенсировав давление снаружи. Также можно посглатывать, тоже с зажатым носом. Многие так и делают, когда летают на самолете и самолет садится. Принцип тот же самый, только давление под водой меняется намного быстрее. Дайвинг – это очень опасно. Это очень частое мнение, оно понятно, особенно для тех, кто никогда не пробовал. Давайте разберемся честно. Если кратко, нет, дайвинг не опасен, если соблюдать правила и технику безопасности. По статистике, рекреационный дайвинг безопаснее, чем езда на велосипеде, бег или вождение машины. По данным DAN, Divers Alert Network, уровень смертности у сертифицированных дайверов примерно 2 случая на 100 тысяч погружений. У большинства инцидентов одна причина – нарушение инструкций или паника под водой. Какие самые частые страхи? Можно утонуть. Дайвинг – это не плавание. Ты дышишь воздухом из баллона, и при соблюдении правил погружения воздух никогда не закончится внезапно за 1 секунду. Под водой у меня сломается оборудование. Современное снаряжение достаточно надежное и в то же время простое. Многие элементы резервируются, либо уже придумано, что делать, если что-то сломалось. Причем зачастую есть план А, Б и С. Правильной реакции на проблему и учат на курсах дайвинга, а на пробном погружении инструктор всегда рядом и все сделает за вас.
Я боюсь баротравмы или кессонной болезни. Эти риски есть, но они исключаются при минимальном соблюдении правил глубинных или временных ограничений, которые мы учат с первого дня, особенно если мы говорим о рекреационном дайвинге и погружении до 40 метров. По телевизору или в интернете постоянно показывают, как акулы нападают на дайверов. Насколько опасны морские животные. Не все, что показывают в интернете, правда. Мы не являемся естественной добычей для подводных обитателей. Напротив, мы выглядим, звучим и пахнем очень угрожающе. Если морские обитатели нападают на дайверов, то, как правило, в целях самозащиты или по ошибке. Например, если вы попробуете вытащить мурену из норы, она будет сопротивляться. Или если будете подкармливать ее сосисками, она на радостях может перепутать ваш палец с сосиской и отхватить его. Это, кстати, реальный случай с одним из инструкторов в Таиланде. Если же вы просто будете наблюдать, соблюдая дистанцию, и вообще относиться ко всем животным уважительно, шансы попасть в неприятности минимальные. Нужно ли для начала занятий дайвингом приобретать какое-то свое оборудование? Отличный вопрос, его задают почти все новички, и краткий ответ – нет. На начальном этапе покупать свое снаряжение не обязательно. Все оборудование, особенно на базовых курсах, предоставляется дайв-центром. На погружениях для новичков оно обычно включено в цену по умолчанию. Если хочется чего-то своего, я бы начала с маски из трубки. Они не занимают много места в багаже и стоят недорого. Но при этом хорошо подобранная маска сделает погружение более комфортным, а трубка более гигиеничным. Они же пригодятся просто на снорклинге. Почему многим так нравится дайвинг? Что в этом такого? Этот вопрос очень личный для тех, кто хотя бы раз погружался или нырял, но я постараюсь перечислить основные причины. Ощущение невесомости. Дайвинг дает самое близкое ощущение к чувству полета. Под водой ты буквально паришь, как состояние невесомости. Никакой тяжести, никакой суеты. Это чувство сложно передать, его нужно хоть раз испытать самому. Подводный мир – это другая планета. Мир под водой совсем не похож на то, что мы видим на поверхности. Кораллы, рыбы, черепахи, затонувшие корабли – все это похоже на погружение в фантастическое кино или в сказку. Мне кажется, никакая прогулка по лесу не сравнится с самым простым дайвом по яркости впечатлений. Дайвинг – это своего рода медитация. Под водой нет разговоров, телефонов, машин, дел. Ты слышишь только свое дыхание и смотришь, как медленно движется жизнь вокруг. Многие дайверы говорят, что это лучшее средство от стресса. Мне не раз говорили, что это лучший способ отключить голову и постоянный фоновый шум современного мира. Слышала это я и от владельца заводов газет-пароходов, и от матери 3 детей. Компании и путешествия. Дайвинг – это повод исследовать новые места и уезжать все дальше и дальше от цивилизации, а также встречать новых людей. Ты можешь нырять где угодно в мире – в Египте, на Бали, в Исландии, на Мальдивах. Везде тебя встретят люди, с которыми у тебя уже есть что-то общее, поэтому намного проще общаться и даже начать дружбу. Как начать заниматься дайвингом? За последние несколько минут я уже несколько раз употребляла слова «пробное погружение», «курс дайвинга», «дайверский сертификат». Так вот, что же это значит? Чтобы начать заниматься дайвингом, есть 2 варианта. Первый – это пойти на пробное погружение, а второй – пройти курс дайвинга. На самом деле есть еще и 3-й вариант. Сначала пойти на пробное погружение, а уже затем записываться на курс дайвинга. И этот вариант я горячо всем рекомендую. Первое – это пробное погружение. Пробное погружение часто называется Discover Scuba Diving или Intro Dive. Обычно это 1 или 2 погружения, сопровождаемые инструктором. Для тех, кто никогда не нырял, хочет попробовать дайвинг, либо для тех, кто уже нырял, но у него нет дайверского сертификата. Тут не нужно сильно напрягаться, учиться или читать книжку. Инструктор проведет короткий брифинг на 20-30 минут, где расскажет об основных правилах дайвинга, оборудования и плане погружения. Затем подберет снаряжение и полностью подготовит его, и даже поможет все правильно одеть. Вот такое вот все включено. Если вы пришли в хороший дайв-центр, то перед самим погружением на мелководье или в бассейне вас научат 3 несложным упражнениям. Вас научат, как очистить маску, если на дайвинге в нее попала вода, как очистить регулятор, а также что делать, если от восторга регулятор у вас изо рта выпал.
А дальше вы просто плаваете в меру своих возможностей, наслаждаетесь новыми ощущениями, подводным миром. Максимальная глубина 12 метров. Инструктор всегда максимально близко или даже поддерживает. В группе может быть максимум до 4 человек с одним инструктором или даже меньше, в зависимости от местных правил. Если с дайв-центром не так повезло, то, возможно, упражнений не будет. Просто научат дышать из регулятора, выравнивать давление в ушах и потаскают на небольшой глубине за баллон. Второй вариант – это начальный курс Open Water Diver или что-то похожее по названию в зависимости от сертифицирующей организации. Их по миру достаточно много, самые популярные – это PADI, SSI, CMAS, SDI, TDI и в России есть NDL. После начальных курсов выдают дайверский сертификат, с которым можно погружаться по всему миру до 18 метров самостоятельно с партнером или в группе. Тут уже придется поднапрячься, изучить теорию, прочитав учебник. Сейчас большинство организаций предоставляют учебники в электронном виде. Теория не очень сложная, ведь курсы рассчитаны на детей от 10 лет, но все равно придется сдать тесты и экзамен. Практическая часть курса состоит из погружений в открытой и закрытой воде. Открытая вода – это море или озеро, закрытая вода – это бассейн или мелководье. В закрытой воде обучают многочисленным навыкам, большинство из которых направлены на решение разнообразных проблем и поломок под водой. Начиная с того, что делать, если ногу в ласте свело, заканчивая ситуацией, когда кончился воздух, а рядом по какой-то причине никого нет. Также учат, как контролировать свое тело под водой, ведь техника плавания в скубе будет немного отличаться от плавания на поверхности. Затем выученные навыки закрепляются в открытой воде. Обучаться можно как у себя в городе рядом с домом, так и на курорте. В городе занятия могут растянуться на недели, на курорте все дается максимально сжато, а обычно курсы длятся от 3 до 4 дней. Во всех вариантах есть свои плюсы и минусы. Об этом, кстати, я хочу записать отдельное видео. Получилось длиннее, чем я рассчитывала, но трудно быть краткой, когда речь идет не просто о работе, но еще и о хобби и вообще большей части жизни. Кстати, самое время рассказать о главной опасности дайвинга. И это большой риск подсесть, получить неизлечимую зависимость, addiction, называйте как хотите. И тогда все деньги, все отпуска, иногда вся жизнь становится посвящена этой зависимости. Так что, если не боитесь, обязательно пробуйте дайвинг, если еще не пробовали, ныряйте больше, если уже погружались. Если остались вопросы, пишите в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Увидимся под водой!